Почему одних людей из тренажерки за уши не вытащить, например, как меня, а других, и их большинство, не затащить туда никакими силами? Что же так пугает женщин? И так ли это страшно на самом деле? Давайте порассуждаем. Самое распространенное заблуждение среди женщин. И я наберу быстро мышечную массу, испорчу фигуру, потеряя женственность и гибкость. Очень часто я слышу: я пойду в тренажерку и через полгода буду большой. Думают, что кардиогрупповые программы это гораздо полезнее и вполне достаточно, чтобы быть красивой, стройной и здоровой. А также они уверены, что бодибилдинг это всегда травмы спины, ног, коленей и что с ними будет только хуже. А еще есть мысли о том, что тренажерка это непонятно, скучно, дорого и занимает слишком много времени. И это тоже не совсем их стимулирует. Думала ли я раньше так же? Ну, конечно же, да. Общественное мнение оказывает на нас огромное воздействие и часто становится нашим собственным. Я думаю, что первый шаг к успеху – это поднять свой уровень знаний и разобраться самому. Можно, конечно, потратить уйму времени, копаясь в научных исследованиях, а можно досмотреть мое видео и на моем примере сделать для себя очень полезные выводы. И решить для себя, перейти в первую группу и быть успешным, или оставаться во второй, продолжая отрицать и сомневаться. Начну с того, что до 40 лет я даже представить себя не могла в тренажерке, а тем более с железом в руках. Я была уверена, что это не мой вид спорта, и моими увлечениями были бег, теннис, танцы, групповые фитнес-тренировки. Позволило ли это мне к 40 быть в желаемой форме и чувствовать себя на все 100? Скажу, что нет. Конечно же, для среднестатистической женщины все было очень хорошо, но мне хотелось гораздо большего. Теперь, через 10 лет силовых тренировок, все круто изменилось, и я очень довольна результатом. Выдам тайну. В тренажерном зале я оказалась совершенно случайно. Как-нибудь обязательно сниму выпуск об этом. Можете ли вы? Конечно же можете. Но для этого нужно, как и я, изменить свое отношение, убрать страхи и заблуждения. Я пошла в зал, и на тренировке продолжим дальше. Ya está. Если вы боитесь стать большой и громоздкой, похожей на мужчину, без стероидов это маловероятно и даже невозможно. На самом деле нарастить значительную мышечную массу, особенно женщинам, очень сложно. У женщин вырабатывается в 10 раз меньше тестостерона, чем у мужчин, а без него мышцы не растут. Так что делайте выводы. При силовых тренировках мышцы уплотняются, жир сжигается и ваше тело уменьшается в объеме. Например, если вы замените 5 кг жира на 5 кг мышц, вы будете выглядеть намного меньше, хотя ваш вес останется прежним. Я пойду возьму гантели для разминки. Это хороший способ в силовые тренировки получить тот самый тонус в теле, которым сейчас все восторгаются. Мышцы дают вам красивую форму, вы выглядите подтянутой и скульптурной. Глядя на меня в обычной жизни, окружающие не верят, что я занимаюсь силовыми, и тем более, что я чемпионка. Недавно на пляже я разговаривала с девушкой и сказала ей, что я спортсмен в бодибилдинге. Она очень удивилась и даже переспросила: прям спортсмен? Вы же такая маленькая и не гора мышц. Есть девушки, которые начинают тренироваться и бросают, потому что у них начинает якобы расти вес из-за того, что они поправляются. Но это не так. Их пугает это все и разочаровывает. Да, возможно, вы будете весить намного больше, потому что мышцы тяжелее жира при равном объеме. Но состав тела и его внешний вид будет другим. Оценивайте свое тело в сантиметрах, а не в килограммах. Если объем бедер и талия изменяются в нужном направлении, значит, вы все делаете правильно, даже если стрелка на весах ползет вверх. А теперь поговорим про гибкость. Действительно ли она теряется? На своем примере я бы вам сказала, что нет. У меня что 20 лет назад, что сейчас гибкость была совершенно одинаковая. И наиболее важно то, что вы растягиваете свое тело, что между подходами, что во время выполнения упражнений при силовых тренировках постоянно. Я растягиваю тело после каждого подхода, особенно те группы мышц, которые тренирую. Силовая тренировка не ведет к укорочению сухожилий и связок или к утрате их мобильности. Есть даже исследования, которые доказали, что тренировки с отягощениями намного лучше для общей подвижности, чем обычные упражнения на растяжку или йогу.
Сторонники растяжки, как обычные, так и фанатичные, затрудняются объяснить, почему они растягиваются. Они просто знают, что это полезно, и не задумываются, чем именно. Но это тема отдельного выпуска. А мы вернемся к силовым. На самом деле правильное выполнение упражнений, наоборот, улучшает вашу гибкость. Ведь напрягая одну мышцу, вы растягиваете противоположную. Например, напрягая переднюю часть бедра, вы растягиваете заднюю. То есть, делая силовые упражнения, вы одновременно делаете растяжку. Тем не менее, растяжка в обычном понимании всегда является частью моего тренировочного процесса. И я делаю ее отдельно хотя бы раз в неделю. Также выполняю после тренировки и между подходами. Больная спина, ноги или колени. Должно ли это быть причиной отказа от силовых тренировок? Есть ли риск получения травмы? Как и в любом другом виде спорта, конечно же, есть, если вы нарушаете технику. Но это совсем не причина для того, чтобы отказываться от силовых тренировок. В качестве аргумента могу сказать, что силовые тренировки используются в физиотерапии как способ лечения. Например, так устроены центры Бубновского. Более того, качественные тренажеры специально разработаны для имитации правильной биомеханики движений человека. Можно выполнять упражнения изолированно, с концентрацией на определенную группу мышц. Не перенапрягая те зоны, где нагрузка нежелательна, и не травмируя их. Со временем, укрепив мышечный корсет, вы даже избавитесь от болей. Я это ощутила на себе уже не один раз. Иногда я слышу очень интересный аргумент, что после прекращения силовых все мышцы превратятся в жир. Однозначно, в жир мышцы не превратятся, но начнут слабеть и со временем атрофироваться. Мышцы с такой же вероятностью могут превращаться в жир, как, например, свинец в золото. Это совершенно разные типы тканей. Этого просто не может быть. И если не будет постоянных нагрузок, организму нет никакого смысла поддерживать в том же состоянии и готовности ваши мышечные волокна. Для него это просто пустая трата энергии. Поэтому мышечные волокна становятся тоньше, и масса просто уменьшается. А увеличение количества жира происходит совсем по другой причине. Во время тренировок происходит сжигание большого количества калорий. Метаболизм усиливается, белково-жировой обмен ускоряется. Для восстановления мы потребляем больше пищи и к этому привыкаем. Если бросить тренировки, но при этом питаться также, возникнет профицит. У вас будет излишек калорий, которые накапливаются в жировых депо. Так что если по какой-то причине вы прекратили тренировки, просто задумайтесь о своем рационе и вовремя его скорректируйте. По поводу дороговизны и скуки. Во-первых, совсем не обязательно иметь карту супердорогого элитного клуба. Есть клубы довольно демократичные. Вот, например, как этот в моей деревне. Годовая карта стоит около 300 евро. Ну и как вариант, можно тренироваться дома. Но мне это совсем не нравится, я постоянно отвлекаюсь. Конечно же, придется потратиться на спортивную одежду, качественное питание. Но это не огромные суммы. При этом у нас практически любой спорт или хобби несут за собой затраты. Даже при беге, например, нужно покупать кроссовки, которые быстро изнашиваются. А про расходы на теннис лучше вообще промолчать. В зале вам скучно точно не будет. Это всегда общение, интеллектуальное саморазвитие, потому что со временем становится очень интересно понять, что же происходит с нашим организмом, какие факторы на него влияют. Постоянно хочется что-то прочитать, узнать что-то новое, но без этого просто никак. И это становится особенно интересно, когда видишь, как меняется тело, и выбираешь какую-либо новую тренировку, чтобы сменить цикл тренировок, чтобы перейти на новый уровень. Ну и сами тренировки требуют активной мыслительной деятельности, концентрации, и это существенная нагрузка на наш мозг. Это вполне логично, потому что мышцы управляются головным мозгом. Всеми движениями управляет наш мозг. И для активации мышечных волокон мозг должен сгенерировать, направить к мышцам электрический импульс. Чем больше мышечных волокон задействуется, тем больше работает мозг. При этом развиваются и мозг, и вся нервная система через нейромышечные связи. Короче говоря, в тренажерном зале совсем не скучно. И глупее вы точно от железа не станете. Надеюсь, я вас убедила.
Я почти закончила тренировку. К сожалению, не удалось вам заснять полностью ее, потому что, когда я разговариваю, мозг у меня так работает и так загружен, что, как я уже сказала, невозможно отвлекаться на другие вещи. А мы подошли к кардио. Можно ли обойтись только кардио и игнорировать силовые? Это очередное заблуждение. Конечно же, кардио очень полезно для сердца. Но есть исследования, которые доказывают, что силовые тренировки, тренировки с отягощениями гораздо лучше для сердца. Дело не в том, что только силовые полезны. Все виды тренировок очень полезны для вашего здоровья. Но если приходится выбирать из-за нехватки времени, то я выбрала бы силовые. Однозначно. Обосную, с кардио вы быстро похудеете, но половина потерянного веса будут ваши мышцы. Зачем? Когда ваше тело адаптируется, метаболизм замедлится, и будет жесткое плато, и дальнейшего жиросжигания уже не будет. В кардио процесс сжигания жира происходит после 40-й минуты при правильном пульсе. А вот в силовых этот процесс происходит позже, во время восстановления организма. И он происходит вплоть до 3 суток. Ну и самый последний, и, наверное, актуальный вопрос – это нехватка времени для зала. Действительно, нужно выделить около 4-5 часов времени. Это в неделю, и от этого никуда не деться. Но если понять, что силовой тренинг – это часть вашего здоровья, эффективности и успеха, проанализируйте ваш ежедневный график. Всегда можно найти эти недостающие 4 часа в неделю. В заключение хочу сказать, не бойтесь силовых тренировок или тяжелых весов. Тренировки с отягощениями – это секретный соус к похудению любой женщины, который поможет вам достичь не только подтянутого и скульптурного телосложения, но и получить другие бонусы. Я их получила и обязательно расскажу об этом в своих выпусках. Если это видео наберет 1000 просмотров, то сделаю это в ближайшее время. Я очень жду от вас вопросов и вашего мнения о силовых тренировках. Обязательно напишите в комментариях. Ну а я с вами прощаюсь. До следующего выпуска. До скорой встречи!